Когда ты любишь путешествовать, тебе хочется передвигаться из одной страны в другую как можно легче, не оформляя кучу документов, виз и разрешений. То, каким уровнем свободы передвижения по миру вы будете обладать, зависит от вашего государства. От того, какие договоренности есть у вашего государства с другими странами. Компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта с 2006 года анализирует визовые ограничения различных стран. На основании этого они представляют рейтинг, который называется индексом паспортов. В этом видео я хочу рассказать о том, как живут в странах, которые занимают самые верхние строчки рейтинга на начало 2022 года. Ведь неспроста же они там оказались, да? В какой-то степени это отражает международные отношения, успешность проводимой внешней политики и статус стран на мировой арене. Поэтому индекс также называют рейтингом силы паспортов или рейтингом влиятельных паспортов. Границы, паспорта и визы – это инструменты, влияющие на социальное неравенство во всем мире. Они определяют не просто то место, где вы проведете отпуск, но и возможности путешествовать и получать новые знания, возможности деловых поездок, построения карьеры или бизнеса. И чем ты свободнее, чем больше у тебя возможностей, тем ты, конечно же, сильнее. Поэтому многие люди хотят получить гражданство другого государства просто для того, чтобы расширить свои возможности передвижения по миру. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий, ранжирует их по количеству стран без визового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз. Либо виза не требуется вовсе, либо ставится по прибытии. Но индекс анализирует лишь постоянные договоры между государствами, не учитывая временных ограничений и карантинов. На пятом месте расположилась Португалия. С точки зрения экономики и уровня зарплат, Португалия, по европейским меркам, звезд не хватает. Тем не менее, граждане этой страны могут свободно посещать 187 стран мира. Португалия – это небольшая солнечная страна на юго-западе Европы с населением 10 миллионов человек. Кризис 2008 года сильно по ней ударил. Но в последние годы, благодаря инвестициям, уровень жизни в Португалии заметно вырос. Минимальная зарплата в 2022 году увеличилась до 705 евро. Средняя зарплата чуть ниже 1400 евро. Но и цены тут вполне приемлемые. Однушка в столице Лиссабоне обойдется от 700 евро и выше, а в небольшом городке можно найти просторную двушку с видом на океан, всего от 500 евро. Уровень безработицы тут достаточно высокий, по официальным данным 7,1%, а среди молодежи доходит до 24%. Поэтому страна будет интересной тем, кто имеет удаленный доход или востребованную профессию, например, в сфере медицины или IT. Для иностранных резидентов действуют льготные налоговые ставки, а сами португальцы платят по прогрессивной шкале. От 14,5%, если ваш доход меньше 7 тысяч евро в год, и до 48%, если ваш годовой доход превышает 80,5 тысяч евро. Средняя пенсия, по данным Министерства труда Португалии, 806 евро. Средняя продолжительность жизни доходит до 81,5 года. Португалия занимает 4-е место в рейтинге самых безопасных стран на планете. Здесь около 300 солнечных дней в году. Даже зимними ночами температура редко опускается ниже 0. Чистейшие пляжи, хорошая экология и высокий уровень медицины. В рейтинге восприятия коррупции Португалия стоит на 32-м месте в мире. Четвертую строчку занимает Австрия. Соотечественники Моцарта и другие владельцы австрийского паспорта могут свободно пересекать границы 188 стран. Жить и работать в Австрии чрезвычайно комфортно, прибыльно и перспективно. Несмотря на общеевропейский кризис беженцев, уровень преступности остается одним из самых низких в Европе. По безопасности Австрия на одну строчку отстает от Португалии и занимает 5-е место в мире. А в рейтинге восприятия коррупции находится на 13-м месте. Неудивительно, что в стране стабильная процветающая экономика, высокие социальные стандарты и уровень жизни. Вас порадуют хорошие и чистые дороги и тротуары, и развитая инфраструктура. На официальном уровне минимальная зарплата в Австрии не установлена. Есть минимальная почасовая оплата – 8,5 евро в час.
При 40-часовой рабочей неделе это около 1500 евро в месяц. Устроить к себе иностранца – серьезная волокита, так что нанимают только реально ценных специалистов. Средняя зарплата до вычета налога – примерно 40 тысяч евро за год или около 3500 евро в месяц. Налоговая ставка также прогрессивная, но при годовом доходе меньше 11 тысяч евро вы не заплатите ничего. А максимальная ставка, если вы получаете более 1 000 000 евро в год, доходит аж до 55%. Австрийские цены на продукты сопоставимы с московскими. Аренда однушки в столице Вене начинается примерно от 700 евро. А за 1500, на мой взгляд, тут можно найти хоромы с шикарной мебелью и техникой. Кстати, Вену целых 10 раз признавали лучшим городом для жизни во всем мире. В Австрии также отличная экология, и средняя продолжительность жизни тут, как и в Португалии, больше 81 года. Третью строчку делят Испания, Италия, Люксембург и Финляндия, чьи граждане могут свободно въехать в 189 стран. Испания и Италия такие разные культурно, но похожие экономически. Две теплые, счастливые и неторопливые страны. В финансовом плане в 2017-м Испания обошла Италию, а потом вновь спустилась на вторую строчку. Но инфраструктурно Испания стабильнее и более развита, а Италия обрастает проблемами. Мафия, мусор, пустеющие провинции, в которых дома продают за 1 евро. А если вы захотите начать бизнес в итальянской деревне, то власти готовы вам даже доплачивать за это. Более подробно об этом можно глянуть вот в этом видео. Испания вырывается чуть вперед по продолжительности жизни и по уровню безопасности. Официальная минимальная зарплата в Испании в 2021 году была 1108 евро в месяц. Средняя зарплата – 2075 евро в месяц или 24 905 евро в год. Но с учетом высокой доли теневого сектора экономики, испанские граждане зачастую получают на руки существенно больше, чем указано в официальных источниках. Помимо квалифицированных рабочих в Испанию, также много едут работать в области сельского хозяйства и сбора урожая. Итальянские власти законодательно не регулируют уровень минимальной заработной платы в стране. Годовой доход итальянцев около 29 тысяч евро, то есть средняя зарплата составляет 2415 евро в месяц. В Италии есть проблема колоссального разрыва доходов в зависимости от профессий. Менеджеры высшего звена и руководители компаний получают до 8500 евро в месяц, а обычные рабочие – 1500–2000. Оклад членов правительства и вовсе превышает 14 тысяч евро. По рейтингу восприятия коррупции Испания находится на 35-м месте, а Италия и вовсе на 42-м. Впрочем, до России на 139-м месте им все еще очень и очень далеко. Ставки подоходного налога в Испании и Италии весьма близки. В испанском Мадриде прикольную однушку можно снять за 550 евро, а по данным портала Numbeo цена покупки квадратного метра в Мадриде аж на 15% дешевле, чем в Москве. В итальянском Риме за 500–600 евро можно снять квартирку недалеко от Ватикана, а на окраине города квартиры по 120 квадратных метров сдаются вообще за 450 евро. Но по дизайну Австрия пока лидирует. Хотя, может, вам по душе финский минимализм. Не просто так же эту страну без запасов нефти и газа уже 4-й год подряд признают самой счастливой страной. Финляндия действительно находится в первой десятке стран мира по уровню благосостояния, экономической стабильности, безопасности, экологии, образованию и другим составляющим. Финские школьники лидируют по качеству усвоения знаний. Кстати, про образование в Финляндии и про другие интересные факты об этой стране у меня есть отдельный ролик. Продолжительность жизни в Финляндии такая же, как в Австрии. Финские врачи занимают лидирующие позиции в мире в области диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот Россия, кстати, лидирует пока только по смертям от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. В рейтинге восприятия коррупции финны аж на 2-м месте в мире. На законодательном уровне минимальных ставок оплаты труда в Финляндии не предусмотрено. В целом, по стране работники редко получают меньше 2000 евро в месяц. Средняя зарплата в Финляндии составляет 3548 евро. Наиболее востребованные профессии в Финляндии для иностранцев –
Это сезонные работники в сфере сельского хозяйства. Налоговая система в Финляндии тоже прогрессивная, но несколько сложнее, чем в предыдущих странах. Подоходный налог делится на муниципальный, который колеблется от 17 до 22%, и государственный. Вот тут-то и применяется прогрессивная шкала. Если за год вы заработали меньше, чем 19 200 евро, вы не заплатите ничего. Если ваш годовой доход больше, то вы заплатите 8 евро и плюс 6% от той суммы, на которую ваш доход превышает 19 200 евро. То есть, если вы заработали 20 тысяч, налогом будет облагаться лишь 800 евро. Наибольшую ценность во все времена для финнов представляла земля. Вариантов аренды немного, и разброс цен на недвижимость тут весьма велик. От 850 евро за студию в самом центре до 7500 евро в месяц. Ну и самая загадочная страна из данной четверки – Люксембург. Для ее описания очень подходит цитата из песни Найк Борзов. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Великое герцогство Люксембург не просто маленькое, оно крошечное. Его площадь всего 2586 квадратных километров. Капельку больше, чем площадь Москвы. И это самое маленькое государство в НАТО и ЕС. А между тем, в 2008-м Люксембург был признан богатейшим государством Евросоюза с высочайшим уровнем жизни. Удивительно, но по ВВП на душу населения Люксембург занимает первое место в мире, обгоняя своих ближайших соседей Германию, Бельгию и Францию больше, чем в 2 раза. В рейтинге восприятия коррупции Люксембург занимает 9-е место. Это один из финансовых центров Европы. Тут есть промышленность, добыча железной руды, производство металла, пластмасс, тканей, химической продукции. Но большую часть ВВП составляют доходы от услуг для международных партнеров. Тут сосредоточено большое количество транснациональных компаний, международных финансовых и банковских учреждений. Для иностранных компаний весьма привлекательным фактором является то, что местные рабочие знают несколько языков. Мне кажется, здесь должна была бы быть реклама Skyeng. Минимальная заработная плата с 1 января 2022 года установлена на уровне 2256 евро в месяц для неквалифицированных работников и 2708 евро для квалифицированных специалистов. Это самый высокий показатель в Европейском Союзе. Средняя зарплата в Люксембурге составляет 4308 евро в месяц. Средняя зарплата медиков около 7000, а работников Макдональдс 2700. Свободная касса. Среди доступных для иностранцев вакансий прежде всего выделяются профессии, требующие высокой квалификации: IT, бизнес-услуги, финансы, страхование, инвестиции, транспорт и логистика. Ставка подоходного налога имеет прогрессивную шкалу. Налогообложению не подвергаются лица с доходом менее 11 265 евро в год. Доход выше облагается налогом в размере от 8 до 42%. В Люксембурге я нашла целых 5 объявлений об аренде квартиры. И еще 5 раз мне предлагали аренду в селе Люксембург, в Дагестане. Но если верить данным, то однокомнатная квартира вам обойдется в 1200–1500 евро. В Европе, не в Дагестане. Своим высоким уровнем жизни 633 тысячи люксембуржцев наслаждаются в среднем до 82,5 лет. Вторую строчку рейтинга паспортов заняли 2 очень разные страны в разных частях света. Владельцы паспортов Германии и Южной Кореи могут свободно посещать 190 стран мира. Тем, что в Германии весьма высокий уровень жизни, наверное, мало кого удивишь. В своем видео об эмиграции из России я говорила, что по данным немецкой миграционной службы в Германию ежегодно переезжает около 25 тысяч россиян. Современная Германия – это экономический и политический лидер Европейского Союза. По объему номинального ВВП это 4-я экономика мира. Здесь высокий уровень благосостояния населения, чистота и порядок на улицах, доступная среда для инвалидов, справедливая судебная система и обширная система социальной поддержки. В Германии бесплатная медицина, благодаря которой средняя продолжительность жизни чуть меньше 82 лет. И бесплатное образование, даже для иностранцев. Но есть у этого благополучия и те стороны, которые нашим гражданам не нравятся.
По рейтингу восприятия коррупции Германия занимает 10-е место сразу после Люксембурга. Коррупции здесь нет, но бюрократия процветает. У немцев все должно быть четко и строго по процедуре. Чрезмерная педантичность немцев многих раздражает. Здесь справедливый суд, соблюдаются законы и огромные штрафы. Минимальная зарплата в Германии в 2022 году составляет чуть меньше 10 евро в час. Это около 1600 евро в месяц. А с июля планируется повышение до 10 евро 45 центов в час. Средний месячный доход 4035 евро. Налоговая ставка, как вы, вероятно, уже догадываетесь, прогрессивная. Необлагаемый налоговый минимум подняли до 9984 евро. На сумму, превышающую минимальный доход, устанавливается налоговая ставка от 14 до 45%. Но это если очень упростить. На самом деле в Германии сложная налоговая система с кучей различных вычетов и льгот. В среднем зарплаты в 4000 немец получит на руки примерно 2800 евро. Чтобы легально арендовать квартиру или дом в Германии, нужны два документа – справка о доходах за последние 6 месяцев и справка из бюро кредитных историй. Рынок краткосрочной аренды в Германии полулегальный. Но если вы все сделали по закону, то и выселить вас будет непросто. Хозяева будут обязаны подобрать вам новое жилье. А вообще, в центре Берлина за 1000-1200 евро вполне можно найти неплохие варианты с мебелью. Для длительной аренды чаще сдают пустые квартиры, и немцы заезжают полностью со своей мебелью. Южная Корея еще не так давно была одной из беднейших стран мира. Сейчас эта страна поражает своим уровнем жизни и технологий. О Корее у меня на канале есть 2 видео про современную жизнь и про то, как им удалось добиться такого экономического роста. Корея подойдет тем, кто не любит неторопливых европейцев. Но если вы боитесь камер наблюдения и вышек 5G, то Корея не для вас. Корейская экономика ориентирована на высокотехнологичное производство, и в повседневной жизни они вовсю пользуются ее плодами. Корейцы очень трудолюбивые и образованные. Их система образования признается одной из лучших в мире наряду с финской. Поэтому неудивительно, что в стране хороший уровень жизни и высокие зарплаты. Но отголоски прошлой нищеты все еще чувствуются, и есть довольно большой разрыв между богатым и бедным населением. Минимальная зарплата 9160 вон в час, это чуть меньше $8. Средняя заработная плата в Южной Корее в 2022 году составляет около 4 миллионов корейских вон в месяц. Это примерно $3300. Налоговая система, как это ни странно, тоже прогрессивная. Тут она привязана к среднему доходу по стране. Обязательных отчислений на медицинское страхование тут нет. Каждая семья оплачивает страховку отдельно, исходя из собственных доходов и необходимости. При этом медицина на очень высоком уровне. По некоторым оценкам, лучшая в мире. По ожидаемой продолжительности жизни корейцы находятся на 3-м месте в мире с показателем 83,5 года. Благодаря огромной концентрации камер наружного наблюдения здесь весьма низкий уровень преступности. А по рейтингу коррупции страна находится на 33-м месте сразу после Португалии. Большую часть страны занимают горы, поэтому корейцы привыкли строить очень компактное жилье. Небольшую, но уютную квартирку в Сеуле можно найти от $800. А мигрантам, которые едут работать на фабрике или заниматься уборкой урожая, и вовсе предоставляют жилье вместе с зарплатой до $1500 в месяц. Первое место среди самых сильных паспортов делят 2 азиатские страны – Япония и Сингапур. Счастливые обладатели их паспортов могут свободно посещать 192 страны. А в мире как бы всего 193 общепризнанных государства, не считая Ватикан. Благодаря развитой экономике, технологиям, высокому уровню медицины и хорошей экологии жители Японии, страны восходящего солнца, живут дольше всех в мире, в среднем до 85 лет. На острове Окинава, например, зарегистрировано свыше 400 человек в возрасте более 100 лет. Но Япония довольно закрытое государство. При населении в 126 миллионов человек доля иностранных жителей всего 1,5%. В основном это корейцы и китайцы и представители других народов Азии.
В отличие от корейцев и китайцев, которые чуть ли не боготворят людей европейской внешности, в Японии к вам будут относиться настороженно. Зато Япония стабильно входит в десятку стран по уровню безопасности. А в рейтинге восприятия коррупции занимает 20 место. Японцы, наверное, самые ярые трудоголики в мире. Благодаря качественному образованию и научно-исследовательским разработкам небольшой стране удалось создать третью по величине экономику мира после США и Китая. Значительная часть иммигрантов, которые приезжают сюда работать, занимаются научными исследованиями и разработками. Получить неквалифицированную должность практически нереально. Единой минимальной зарплаты для всех в Японии нет. Ее устанавливают власти отдельных префектур, и колеблется она в пределах 7-9 долларов в час, что эквивалентно примерно $1500 в месяц. Средняя зарплата в Японии за 2021 год в целом по стране составила $38 тысяч в год, или около $3200 в месяц. Подоходный налог, угадайте какой? Правильно, прогрессивный. Ставки от 5 до 45%. Японские квартиры, как и корейские, не славятся большим метражом. Но в целом в дорогущем Токио можно найти квартиру примерно за $1000 в месяц. Сингапур – город-государство, расположенное на островах в Юго-Восточной Азии, с населением чуть меньше 6 миллионов человек и площадью 733 квадратных километра, хотя она постоянно увеличивается за счет намывания грунта в океане. Сингапур – это какой-то космический город будущего, сверкающие небоскребы, какая-то просто невероятная архитектура, мосты и сады с деревьями-киборгами, которые днем собирают энергию благодаря солнечным батареям, а ночью освещают парки. В Сингапуре есть целый департамент парков, который развивает идею города в саду. Речь идет о том, чтобы создать экологичный мегаполис, где природа и цивилизация сливаются вместе. По продолжительности жизни Сингапур слегка уступает Южной Корее – 83,3 года. Но 60 лет назад на месте всего этого были трущобы с соломенными крышами, в которых жили 90% населения. Сейчас 97% сингапурцев имеют собственные апартаменты высокого класса. По словам лидера Сингапура того времени Ли Куан Ю, путь к богатству – это хорошие законы и их соблюдение. Европейцы прозвали Сингапур городом штрафов. А как иначе обеспечить выполнение законов у малообразованного населения? Но, как показала практика, такие меры дали нужный результат. Сингапур стал образцом национальной и религиозной толерантности. На его улицах чистота и порядок, и один из самых низких уровней преступности в мире. Верховенство закона, образованное и дисциплинированное население, отсутствие бюрократии, благоприятный инвестиционный климат – все это помогает деньгам литься в Сингапур рекой. Инвесторы понимают, что тут у них не будут вымогать взятки и не боятся вкладывать сюда деньги. В рейтинге восприятия коррупции Сингапур находится на 5-м месте в мире. А для того, чтобы не вымогали взятки, надо платить людям хорошую зарплату. По разным данным, средняя зарплата в Сингапуре варьируется от $4,5 до $5000. Это самые высокие показатели по Азии. Что интересно, при таких зарплатах тут достаточно низкие налоги, все та же прогрессивная шкала, но максимальная ставка всего 20%. Сингапур занимает 5-е место в рейтинге налоговых систем мира. Но надо признать, что и цены тут самые высокие, в Азии-то уж точно. Самые дешевые квартиры тут можно найти примерно за $1400-1500 США. Хотя есть апартаменты и за 5, и за 10, и за 20 тысяч американских долларов в месяц. Чтобы следить за экологией, в Сингапуре строго контролируют количество автомобилей на дорогах. Для того, чтобы обзавестись собственной машиной сингапурцу, сначала придется дождаться специального разрешения, а потом заплатить сбор размером в 140% от стоимости авто. Спорный вопрос, хотела бы я там жить? Но побывать уж точно стоит. Впрочем, я надеюсь когда-нибудь посетить все страны из этого списка. Ставьте лайк этому видео, чтобы у меня получилось. Кстати, Россия занимает в рейтинге паспортов 46-ю строчку с возможностью въезда в 119 стран. Как вы думаете, почему для граждан этих 10 государств открыты границы почти всех стран мира? Может быть, есть какой-то тайный орден прогрессивного налогообложения? Или в чем их секрет? Как россиянам добиться того же? Пишите в комментариях.
А с вами была Ленка. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!